Вот такая красота и вкуснота, друзья, получается. Всем привет, дорогие, любимые, самые лучшие наши подписчики и гости канала. Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусный ужин из простых продуктов. Оригинальная подача самых обыкновенных котлет. Блюдо получается очень вкусное и выглядит настолько празднично, что на любом абсолютно застолье это блюдо сможет занять почетное центральное место. Оставайтесь со мной, сейчас подробно расскажу, как приготовить вкусный праздничный ужин из простых продуктов. Мы начинаем. Чтобы приготовить вкусный оригинальный ужин из простых продуктов, нам потребуется мясо, либо фарш. У меня здесь кусок свинины общим весом на 900 грамм. Одно яйцо, 2 луковицы общим весом на 270 грамм. Небольшое количество хлеба нам потребуется, у меня здесь 150 грамм. Также 100-150 грамм сыра, зелень по вкусу и по желанию и перепелиные яйца для украшения. Также нам потребуются специи, любимые ваши специи, которые вы обычно используете в котлетах. В моем случае это соль, черный перец и кориандр. Специи все кладем по вкусу. Внизу в описании под этим видео напишу точно, сколько ложечек я отмеряла каждой из специй. Для начала нам необходимо приготовить обычный фарш для котлет. Для этого мясо и лук мы будем пропускать через мясорубку. Мясо нарезаю крупными кусочками, которые легко можно было бы поместить в мясорубку. Мясо нарезано, пока убираю его в сторону. Точно так же поступаю с луком. Пополам и на вот такие довольно большие кусочки. Все, друзья, мясо и лук я нарезала, можно их перекручивать через мясорубку. Но прежде чем перекручивать мясо с луком через мясорубку, я замочу хлеб. Просто замачиваю в воде. Можно это сделать также в молоке, но не вижу смысла в лишнем расходовании молока, поэтому замачиваю вот так и пока в сторону. Устанавливаю мясорубку и сетку беру довольно крупную, вот такая, посмотрите у меня. Далее через мясорубку пропускаю сначала мясо. Мясо прокручено, после мяса перекручиваю лук. Лук тоже я перекрутила, дальше делаю следующее. Беру хлеб, хлеб уже хорошо отмок, пропитался водой, и вот так его выжимаю и на тарелку. Точно так же поступаю со всем хлебом. Не обязательно брать лепешку, можно взять обычный батон, белый батон. Количество тоже регулируйте самостоятельно, потому что кто-то любит побольше, кто-то вообще без хлеба делает котлеты. То есть мы сейчас готовим обычный фарш для котлет. Все, хлеб у меня тоже подготовлен, и его также необходимо прокрутить через мясорубку. Все, фарш у нас практически готов, можно заправлять. К фаршу я отправляю одно яйцо и специи по вкусу. На такое количество соли положу 1,5 чайной ложки. Вы регулируете по своему вкусу, потому что кто-то любит менее соленую пищу, кто-то посолонее. 1 чайную ложку кориандра положу, поскольку мы его любим, и пол чайной ложки черного перца. Все хорошо перемешиваю. Когда уже специи с продуктами соединились, мне необходимо фарш хорошо отбить. Беру кусочек фарша и вот так плюхаю его прям в чашку. Это необходимо делать для того, чтобы продукты еще лучше соединились и масса прям однородной стала. Собственно, так я и готовлю котлеты. Если я готовила бы обычные котлеты, я бы сформировала котлетку и пожарила бы на масле в сковороде. Все, друзья, фарш у меня готов. Вот такой вот однородный красавчик у меня получился. Далее делаю следующее. Смотрите. Беру форму для запекания и беру кусочек фарша. Примерно грамм 150, плюс-минус 5 грамм. Формирую колобочек круглый. Котлеты обычно я делаю более продолговатой формы, а сейчас формирую вот такой круглый колобочек и укладываю в форму для запекания. Взвешиваю прямо на весах, у меня получается 152-153 грамма каждая котлетка. Формирую кругляш и укладываю рядышком, прям можно плотненько вот так. Все, и так далее по кругу формирую вот такие круглые котлеты. Посмотрите, друзья, вот такая красота уже получается. Центральную котлетку, так как здесь пространство довольно-таки большое, я делаю чуть больше. И вот так в центр
тоже укладываю котлетку. Небольшое количество фарша у меня еще осталось, буквально на одну котлетину. Да, 140 грамм фарша у меня не поместилось. Ну, разогрею небольшую сковороду и пожарю одну котлетку в сковороде. Главное, что для моего блюда у меня хватило фарша. Так, дальше делаем следующее. Беру вот такую рюмку небольшую и небольшое количество фильтрованной воды. Рюмку окунаю вот так. И в каждой котлетине просверливаю рюмочкой вот такую дырку, но не сквозную. Вот такое углубление должно получиться. Точно так же поступаю со всеми оставшимися котлетинками. Да, кстати, забыла сказать, что как только я начала формировать котлеты, я поставила разогреваться духовку до 200 градусов. То есть духовка к моменту, когда котлеты готовы отправляться в нее, должна быть хорошо прогрета. Все, друзья, посмотрите, как уже аппетитно получается. И вот эту красоту я отправляю в заранее разогретую духовку до 200 градусов пока на 30 минут. Тем временем, пока форма с фаршем у меня в духовке, мне необходимо натереть сыр. На крупной терке натираю сыр. Сыр я натерла, пока убираю в сторону. И мне осталось нарезать только зелень. Из зелени у меня здесь кинза и укроп. Кинзу оставляю как есть, а от укропа отрезаю вот эти толстые палки. Их использовать не буду, их выкидываю. Все остальное просто мелко нарезаю. Все, зелень тоже нарезана, ждем, когда пройдет 20 минут, наполовину приготовятся котлеты наши, затем покажу, что делать дальше. Друзья, прошло 20 минут, смотрите, уже схватились котлетки наши, но в каждой котлетке, поскольку они очень сочные, образовался сок. Я при помощи кухонного бумажного полотенца этот сок извлекаю, потому что эти ячейки у нас предназначены совсем для другого. Все, а далее в каждую ячейку я отправляю небольшое количество сыра. Ну, вот так стараюсь прям по-добренькому отправить сыр. А далее сверху каждой котлетки отправляю по одному перепелинному яйцу. Вот так ногтем делаем небольшое углубление, чтобы желток у нас никуда не укатился. Все, друзья, вот такое шикарное блюдо у меня получается. И теперь отправляю в духовку еще минут на 15 на те же 200 градусов. Друзья, посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Еще даже кипит по краям, видите? Теперь необходимо блюдо наше украсить. Что касается украшения, здесь тоже по желанию, исходя из вашей импровизации, фантазии и так далее. Вот такая красота и вкуснота, друзья, получается. Нам с Алексеем уже не терпится все это попробовать вместе с вами на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться, и это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.